Этот спектакль называется «Как я съел собаку». У этого спектакля нет программки, потому что, когда она была сделана, я на нее посмотрел, я понял, что я не хочу, чтобы ее давали публике, потому что там было... Ну, в программке, театральной программке есть обязательные моменты, элементы. То есть должен быть указан автор, режиссер, исполнители, художник спектакля. И это был список и одна и та же фамилия и имя. То есть текст был неприличный, нескромный. Я не хотел, чтобы его читала публика перед спектаклем. И там было также указано сценограф. Да? Вот. Потом также нет художника по костюмам. Я играю в настоящей матросской робе, просто старого образца. Я служил, она была точно такая же, только темно-синяя. Бескозырка. Ну, такая настоящая бескозырка. Ленточка, вот единственное, что осталось от того, с чем вот ленточка здесь тихоокеанская. Я вот с этой ленточкой служил где-то около года. То есть этот спектакль – это часть моей биографии. Я действительно когда-то родился в сибирском городе, учился в школе, в университете, служил на флоте. Но я сейчас отойду туда, буквально на минуту, чтобы снять эту рубашку, часы, очки и ботинки. И я вернусь сюда, и это уже буду не я, а персонаж этого спектакля. И для меня, сколько бы я ни играл этот спектакль, остается остается такой большой вопрос внутри спектакля. Где я там, а где персонаж этого спектакля? Потому что этот персонаж будет рассказывать часть моей биографии. И еще фактически-то ведь это буду я, там никого не останется. Это буду фактически я. За то время, пока я играю этот спектакль, персонаж не изменился, а я изменился. И точно могу сказать, что персонаж лучше, чем я. Это я хотел успеха, денег, и аплодисментов и так далее. А он нет. Он просто, этот персонаж постоянно хочет просто нормально как-то жить, хорошо. Он не знает, как это делается, но тем не менее. И поэтому, вот пока будет идти спектакль, меня здесь не будет, а будет персонаж. Я вернусь по окончании спектакля кланяться. Это уже буду я. Но во время спектакля меня здесь не будет, будет персонаж. Я вернусь кланяться, как я уже сказал. А сейчас, в данный момент, я с вами прощаюсь. Всего доброго, приятных впечатлений от спектакля. Можно похлопать здесь, нормально. В смысле, начинать трудно всегда. Ну, потому что нет никаких таких слов для вот такой ситуации, чтобы начать говорить, не придумано. Хотя мы так говорим все время, ну, точнее, часто так говорим, когда и не надо вообще говорить. Причем сами понимаем, что не надо говорить. Говорим, что-то говорим. Ну, же заходишь в свою комнату. Твоя комната, например, комната. Зашел в нее так один. Можно не... Ну, то есть вообще один зашел. Зачем говорить в такой ситуации? Зашел так и сказал: так. А что так? В комнате вообще все не так.
И в жизни, в общем, тоже как-то не очень. Но сказал, так. И при этом, если кто-нибудь тебя видел в этот момент, у него сложилось такое впечатление, что сейчас этот человек возьмется за ум, тут же сделает уборочку дома, начнет налаживать как-то дела свои в жизни. А вы зашли, сказали, так, постояли и ушли. Ничего не стали делать. Или говоришь вот так, по телефону говоришь, алло, значит, правильно, будете ехать, это... Нет, вот так, поедете, да, правильно, и потом повернете налево, и там будет поворот сразу направо, и туда, там гаража. Вот зачем вот так делать, когда по телефону говоришь? Вот что это, зачем? Или вот так еще. Да. Угу. А потом, и кланяйтесь Галине Петровне, пожалуйста, кланяйтесь ей. Это ж телефон, телефон. Или приходишь домой, не в 7, не в 7:30, то есть сразу после работы, а часиков в 2 ночи. А хотел прийти в 7. И причем сам понимаешь, что надо уже хоть раз в неделю прийти домой, сразу после работы. Потому что там как-то ждут, там семья, как-то разогревают там. Вот. А сам в 1:30 или в 2. И главное, если ты задержался, и не пришел сразу после работы, про тебя нельзя сказать, что, сразу подумать, что ты обязательно напьешься, там, про тебя нельзя сказать, что ты пьяница, и ты увлекаешься вот этой выпивкой. Ты увлекаешься, как бы это сказать, ты увлекаешься вообще жизнью. И вот так раз и в 2 часа. Причем всем сказал, что тебе надо прийти сразу после работы. И в этот вечер действительно ни капли не пил, потому что все знали, что тебе надо домой вовремя, и никто даже не предложил. Была какая-то ситуация такая, какая-то хорошая или приятная, или наоборот серьезная и неприятная. В общем, какие-то дела. И когда посмотрели на часы, уже было 11:30, и не было смысла звонить домой и говорить, ой, я тут с коллегами уже заканчиваю, вы срочно разогревайте. Нет. И уже так не торопясь, так в 2 часа. И вот подходите, подъезд, дверь ваша, вы так по карманам посмотрели. Ключ, конечно, забыли дома, понятно. И так сначала постучали, деликатно так постучали. В надежде, что там проснется, пойдет, откроет, тот, кто там дома, за вас. Постучали сильнее, а потом так позвонили. И слышишь, что проснулись все. И что-то там даже уронили, и кто-то потом такими решительными шагами идет к двери, дверь открывается, стоит ваша дорогая или ваша мама, так щурится, или ваша дорогая мама, я уж не знаю, кто там у вас. И так, дескать, заходи, что там стоишь, заходи. А вы так, ой, такие дела были сегодня. Сейчас расскажу, не поверите. А завтра я уже договорился с шефом, что сразу после обеда я домой, и все обсудим, и даже не нужно будет разогревать. А тебе так говорят, да ты ж напился. Ты говоришь, я? Вот как раз сегодня ни капли. И вот как сделал, так, ни капли. И сам отчетливо в эту секунду понял, что это сделал как пьяный. Как тот человек, который выпил и пытается показать легкостью своих движений, что он совсем не выпил. А тебе говорят, ты же как свинья. Что сейчас с тобой толковать? Ты иди ложись спать, завтра все обсудим. Проспись и будем разговаривать. Ты говоришь, да я не пил ни капли. И сам понимаешь, что сделал, это не надо было так делать, потому что это уже выдает такое серьезное алкогольное опьянение. И говоришь так, а давайте разберемся. И вот это делают, ты понимаешь, уже сильно выпившие люди. И действительно пойдешь, ляжешь спать. А что, сам же понимаешь, что все делаешь как пьяный, и чем дальше, тем хуже. А так обидно. Потому что на утро ты никому ничего не докажешь. Или
будет тебя утром. Будет утром. И даже не то, чтобы будет, а ты сам просыпаешься ровно за минуту до того, как тебя должны разбудить. А тебе лет немного, ты учишься в классе в 6. Вот, ты просыпаешься утром, ну, чтобы точнее почувствовать, что это значит. То есть ты просыпаешься, а зима – утро. То есть там за окном темно, ну, потому что зима и утро. И до ближайших каникул еще. Ну, потому что последние только что закончились. И вот так проснулся, и спишь, и не спишь. И прислушиваешься, что там дома происходит, а ты слышишь, как-то родители уже ходят, на кухне что-то делают, звякают посудой, воду открывают, закрывают, хлопают холодильником, радио включили, вот эти утренние песни радостные. И так думаешь, они там занимаются чем-то, ты думаешь, ой, вот занимаются и отлично, может быть, сегодня они забудут меня разбудить. А слышно, не забыли. Идут будить. А идти, главное, недалеко. Но ты успеваешь приготовить свое самое-самое такое жалкое лицо. Такое лицо, вот такое. Ну, такое лицо, которое означает, что это спит ангел, его будить нельзя. Иначе улетит. А они зашли, не посмотрели на лицо, не посмотрели на крылья, которые аккуратно лежат за спиной. Просто включили свет и ушли. И вот этот свет электрический вот так на тебя рухнул. И сквозь веки, хоть веки и закрыты, но проникает же. И вот так вот, а потом ты открыл глаза вот так раз, и все на тебя навалилось. Вот это. Причем во всех подробностях, вот эти обои. Шкаф полированный. На полировке следы твоих пальцев и царапинки. Лампочка отражается в полировке, и это хуже всего. А там дальше письменный стол. Тут окно. Шторы не до конца задернуты. И там, вот в эту щель между шторами, видно, что там за окном темно. Там зима, там утро. И где-то там, в темноте, школа. И так хочется сказать: мамочка милая, можно я выключу свет и в темноте оденусь? Или так сказать: мама, ну как я мог забыть? Сегодня же первых 2 уроков-то нету. Или... Или, мама, что-то как-то прихвати. Ой, ничего не сказал, ничего. Встал и пошел умываться. И идешь так вот мимо кухни, проходишь, а там сидит бабушка и пьет чай. Чай пьет бабушка. Любимая бабушка. Она пьет чай, и так хочется к ней подойти тихонечко, вот так. И сказать: бабушка милая, пожалуйста, не пей так громко чай, а? Ведь я же сейчас могу умереть от этих звуков. Утром зимой. Ничего не сказал бабушке, зашел в ванную комнату, а там все блестит. Закрылся, открыл кран и стоишь вот так. Ну они же должны слышать, что ты там что-то с водой делаешь. Дергаешь струю, вот так стоишь, потом сделал вот так. И пошел одеваться. И вот тут, вот, когда приходишь одеваться в свою комнату и садишься на кровать, вот тут наступает такой короткий, чудесный, может быть, самый нежный и неуловимый, ну, наверняка чуть ли не лучший момент дня. То есть ты так берешь штаны, начинаешь натягивать одну штанину натянул, стал натягивать другую, и вот так и замер. И как бы тебя нету. То есть нет никаких желаний. Ни хорошо тебе, ни плохо. Вот так, отлично просто. Вот. На самом деле оставили бы тебя в покое, и так бы и жил бы, слава тебе, Господи. Но они так: ну-ка быстро, и ты быстро так раз. Пришел на кухню, выпил остывающий чай, что-то съел и пошел в прихожую одеваться. Делаешь все медленно. Шапку вот так натянул. Пальто, ну или куртку. Взял портфель и сменку. Вот так постоял, потом это поставил
и стал надевать ботинки. А ботинки влажные такие, еще со вчерашнего дня не просохшие, на них такие полоски соли и шнурки скользкие, холодные. Но справился, снова все это взял и пошел вниз по лестнице. И спускаешься, вот дверь подъезда, тугая пружина, и так открываешь ее вот так. И стоишь вот так на пороге, а там зима, там утро, там темно. И где-то впереди, вот там вот где-то впереди школа. И еще впереди 4 года учиться. И ты вот перед этим, перед всем постоял, как космонавт перед открытым космосом. И потом туда так. А какой смысл это было придумать? Что маме сказать, что бабушке сказать? Потом там что-то оправдываться, когда понимаешь, что как пьяный. Сам же отлично понимаешь, что ты говоришь. Вот это так, вот это вот. То есть я хочу сказать, что я не понимаю, почему я все это рассказываю. Хотя причину я очень остро чувствую. Она есть, она где-то вот здесь очень остро ощущается. Иногда подступает совсем уже вот здесь, вот сюда. Причина. Но стоит ее назвать. Как сказать, назвать-то? Ну, то есть назвать, произнести ее, высказать словами, вот словом каким-то. И тут же она раз и не причина уже. А назвать 10 причин, они все вместе не причина, каждая в отдельности не причина. А почему вы меня слушаете, я же тоже не понимаю, у вас какие-то свои причины. То есть если я со своими причинами не могу разобраться, что же я могу про ваши? То есть я хотел сказать, что я про причины больше сегодня ни слова вообще не скажу, обещаю. Про причины все. Я хочу рассказать, точнее даже не хочу. Это другое слово, наверное, для этого нужно. Не то, что хочу, я буду рассказывать про того человека, которого нет. Который был и которого не стало. Но то, что его не стало, этого же никто не заметил, кроме меня. И даже когда я говорю про этого человека, я всегда говорю, я сказал, или я сделал, или я помню. Но я отчетливо понимаю, что это был не я. Это был другой человек, и у него нет шансов снова появиться. И не дай бог. То есть мне пришлось или довелось служить на Тихоокеанском флоте 3 года. Вот такой был человек. Я хорошо помню, как он появился. Я помню этот момент, как он появился. Я также помню того человека, который был до вот этого человека, и то время помню. Я помню, как проступили первые признаки вот этого человека во мне. Это случилось тогда, когда нас привели на вокзал и стали сажать в вагоны. На вокзал моего родного города. Привели и стали сажать в вагоны, чтобы везти на восток, служить на флоте. На восток. А по всем моим ощущениям, мой родной город и так находится на востоке. То есть я восточнее своего родного города до того ни разу не был. А тут посадили в вагоны и 4 суток на восток. И знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что, оказывается, из моего родного города можно 4 суток ехать на восток, 3 суток на запад, долго на север и долго на юг. И будет все время один и тот же пейзаж за окном. Деревья. Деревья. Вот главное, с одной стороны дороги железные деревья, и с другой. Причем, если вот по всей вот этой длинной Транссибирской магистрали вот так сосчитать, почти наверняка будет с одной стороны и с другой одинаковое количество. Вот. И нет такого места, чтобы их было как-то много, ну как-то вот плотно густо они росли, и было такое место, чтобы их вообще не было. Ну как-то равномерно расставленные. В основном березы, ну это такие белые с черными пятнышками, и осины, про которые вообще ничего сказать не могу. Ну то есть едешь на восток, они вот так мелькают, а на запад вот так. Никакой разницы. Я имею в виду, что за окном поезда такой пейзаж, глядя на который русский человек просто обязан сказать вот так. Какая красота! А выглядит это так, то есть идет поезд, купейный вагон, 2 сутки либо на запад, либо на восток, не суть. И с таким шелестом открывается утром
купе, вот так открылось, выходит прищурившийся человек, у него тут такое вафельное полотенчико на плече, а здесь в руке зубная щетка с надавленной уже пастой. Он так вышел, отдернул шторку, а там, значит, вот это вот. И он так, о, а где мы едем, интересно? А здесь другой человек, он нацедил уже кипятку из титана. Идет у него ложечка в стакане, дын-дын-дын, он так идет, вот, старается идти ровнее, из-за этого еще сильнее качается вот так. Да кто бы знал бы. Кто говорит, да, но все равно какая красота. А там вот. И вот мы ехали на восток, и нас сопровождали служить туда, на восток, 2 матроса. Это были первые 2 матроса, которых я видел в жизни. Ну, в том смысле, что у нас в городе не было моря, то есть матросы были не нужны. И я, конечно, видел матросов в кино и на памятниках. Но в кино и на памятниках какие были матросы? Они были большие, они были явно старше меня, существенно. У них были такие усы, вот так вот пулеметные ленты были всегда. И в них чувствовалась основа государства. А эти 2 матроса были настоящие. Вот. Они оба были небольшого роста, приблизительно вот такие. У одного действительно были усы, но такие усы, чтобы можно было легко пересчитать, сколько усов выросло под носом. Ну, за минуту можно с точностью до волоска было пересчитать. Вот. А другого звали Коля, он был из города Тамбова. И у него были кривые ноги, и здесь вот значок за дальний поход. Но главное в этих матросах были, конечно, бескозырти. Ну, бескозырти, ну, понимаете, это вообще для нормального современного человека это вообще странный головной убор. Согласитесь. А еще они у них ведь держались на головах, как нимбы у святых. Вот так. И было непонятно, как они держатся. То есть волосы же короткие, не прицепить, не приклеить. Ну, а как? Тут 2 варианта. Либо чудо, либо фокус. А потом я сам послужил 1,5 года. Сама стала держаться без всяких фокусов. А должна упасть. Да, и мы приставали к этим матросикам, да, приставали к ним с такими вопросами. Да, причем делали вид, что нам как бы неинтересно вообще, как там будет служить. А они делали вид, что им неприятно отвечать на наши вопросы, хотя им было очень приятно, а нам было очень интересно. И мы так спрашивали, а как там будет, ну, служить? А они охотно отвечали вот так. Ну, как мне будете мне служить мне? Нормально будете мне служить мне? Чего вы ссыте-то мне заранее, а? Как в пионерском лагере, так и будете мне служить, бля. Вот мы с Коляном, бля, служили, да, Колян? Колян, бля. Вот Колян я знаю, да, Колян? Так что запомните, нормально будете служить. Главное только на русский остров не попасть, а так нормально будете мне служить, бля. Я так услышал название. Согласитесь, название странное, русский остров. Я так еще переспросил, извините, а что, есть такой остров? Есть, блин. Так ты забудь про него, понял, да? Забудь про него. Ты же, наверное, хочешь служить нормально, ты же не хочешь, блядь, служить, блядь, не нормально. Так что забудь про него, понял, да? А я запомнил. Ну, в том смысле, что туда попадать не надо. То есть, если туда не попасть, то можно будет служить нормально. А если туда попадешь, то будет ненормально. Значит, нет смысла попадать. Но то, что будет нормально, как-то сразу было понятно, что не будет. В смысле, в любом случае. И вот поезд шел. И так вот мелькали деревья, и с каждым деревом становилось все страшнее и страшнее. Потом раз город Улан-Удэ. Большой город. В нем много людей живет. Давно. А мы дальше поехали. И стало еще страшнее. Но вот эти матросики были забавные. Они были не смешные, а забавные. Это потом вот эти 2 матросика растворились среди тысяч других матросов. И их нельзя было отличить от остальных. И я сам растворился среди тысяч. И меня нельзя было отличить от остальных. Но все матросы, они забавные. Подчеркиваю, не смешные, а забавные.
Сейчас я покажу, какие бывают моряки. Ну, не смешные, а забавные. Морячки были забавные. Они на каждой станции выходили на перрон. У них был старенький кассетный магнитофон. Они включали на нем самую, по их мнению, модную на тот момент музыку. Ходили вот так и смотрели, смотрят на них или нет. Смотрят. Значит, все не зря. И вот так вот поезд шел. И становилось все страшнее и страшнее. А чего я боялся? Вот это такой странный дело. Чего я боялся? Ну, чего у меня было такого в жизни страшного, чтобы я уже был запуган и боялся? Откуда страх-то взялся? Откуда? Вот чего я мог бояться? Что у меня в жизни было такого страшного, чтобы вот что-то было страшное, и я понимал, что я туда доеду, и там будет то же самое, но только страшнее. Ну, да ничего страшнее, чем вот так, когда открываешь вот так вот, дверь вот так открываешь, а там темно, зима, и впереди школа. И пошел. Вот ничего страшнее этого не было. И главное, идешь в школу, и очень холодно. Очень. И вот так. И идешь всегда как-то вот так. Вот так. Ну, понимаете, да? Это чтобы... Ну, так теплее, чтобы руки рукавов не касались. Вот так. А рядом такие же бедолаги, как ты, идут. Вот. А мамы тянут сонных первоклассников, те спят на ходу. Вот. И особо одаренных везут на санках. И все это движется к школе. И главное, можно мозг-то вообще отключить. Ты отключаешь мозг, а ноги сами идут. Потому что они эту тропинку знают. И все это уже так хорошо знакомо. И снег скрипит, и фонари отовсюду, и звуки проспекта где-то вдалеке. И все эти звуки сразу попадают в мозг и мешают жить. И ты идешь, и тени. И вот впереди уже школьный двор. И там такие холодные, страшные вот эти зимние деревья. И самой школы еще не видно. Видны только окна. Такие вот по 3 окна. Они светятся, эти окна. Это классы. И свет оттуда такой ядовитый, что ты как черепаха. Просто как черепаха. Втягиваешь голову туда, в плечи, в туловище. Но все равно идешь. Идешь. А тебе бояться-то, в общем-то, нечего. Что тебе бояться? Ты все выучил. Мама проверила, все правильно. Почему ты туда идешь? И чего ты боишься? И вот угол школы. И тебе нужно туда повернуть, и ты отлично знаешь, как только ты туда повернешь, сразу будет ветер в лицо. Поворачиваешь, точно ветер в лицо. И там крыльцо, и там фонарь. Это вход в школу. И туда под фонарь, в этот вход, со всех направлений, всех туда засасывает. И вот тут во 2-м этаже 3 окна. 3 окна. И оттуда свет самый ядовитый. Это кабинет русского языка и литературы. И сейчас сразу первые 2 урока русского языка.
и русского языка. И тебе, в общем-то, ну, собственно, бояться, ну, правда, ну, нечего, ты все выучил. Значит, такой-то параграф ты выучил, другой параграф ты повторил. Нужное упражнение ты аккуратно, не вдаваясь в подробности, о чем там написано, про что, аккуратно переписал, выделенное предложение ты разобрал по составу, карандашком аккуратно подчеркнул одной чертой, двумя волнистой линией. Почему-то нравится вот этот дурацкий штрих-пунктир делать, вот это вот. Вот. И, да, выделенное слово ты разобрал вот так, значит. Приставка, корень, суффикс. Окончание оказалось нулевое. Мама проверила, все правильно, тебе бояться нечего. Просто ты еще не знаешь, что учительница-то тебя не любит. И она тебя не любит не потому, что ты такой или такой. Она вообще никого не любит. И как выяснится потом, учительница была нужна не для любви. Ну до этого же тебя все любили. То есть ты самый лучший, самый красивый, самый чудесный, самый умный. То есть в смысле родственники все в восторге. И даже если ты выучил какое-нибудь несложное стихотворение про зайку или про бычка, там, такое несложно, тебе не трудно было. Ты, конечно, изобразил, что тебе было трудно, но на самом деле не трудно. Ну и сидишь у себя в своей комнате, и к родителям пришли гости, что-то выпивают, закусывают, веселятся, и ты отлично знаешь, что сейчас будет. Что папа скажет: ну-ка, сынок, иди к нам сюда. О! Давай. Ты та-та-та-та-та-та-та. Дают что-нибудь со стола, тебе дали, и давай. Итак. Вот. А тут учительница не любит. И еще ведь ты тут все знаешь. Вот здесь вот ты отлично знаешь, как зайдешь в этот класс. И там какая-то аккуратная девочка вытирает доску мокрой тряпкой. И сначала доска такая блестящая, а потом она все равно высохнет и будет вся в белых полосках. И на столе учительницы лежит журнал, где есть твоя фамилия, и там все про тебя. А там за учительским столом горшок, и в нем какое-то растение, на которое ты уже, в общем-то, не можешь смотреть. И ты знаешь, что вот сейчас, как только высохнет доска, сразу войдет она и начнется. А там, вот в другой части школы, в другом крыле, там 3 окна, это кабинет химии. В общем, не очень сложный предмет. И, в общем-то, его не трудно, даже забавно. Но там же над доской почему-то всегда и днем, и ночью висит таблица Менделеева, а главное, портрет Менделеева. И Менделеев на тебя все время смотрит. И даже если Менделеев привык к тому, что ты обычно сидишь у окна, а ты взял и пересел к стене, не больше 2 секунд он тебя искал, нашел и уставился. И если бы он не смотрел, то легко можно выучить и таблицу, и всю химию вместе. Но он же все время смотрел. А тут учительница не любит. А тут вообще было еще намного хуже. Не то, что хуже. Мы сидели в вагонах. Нас было много. Поезд шел на Дальний Восток. Мы ехали служить. И все это было как-то так по-настоящему, как-то так серьезно. Так. Ну как-то... Я не знаю как, то есть, очень по-настоящему и очень серьезно. И поезд шел. А потом бабах, и железная дорога закончилась. В общем-то, вместе с ней закончилась страна, с ней закончился континент. И вот в этом месте был город Владивосток. И нам нужно было выходить из вагонов. И мы вышли из вагонов, и город Владивосток мне сразу не понравился. Хотя с какой стати он мне не понравился? Он что, хуже, чем мой родной город? Да, наверное, лучше. Это все-таки Владивосток, город русских моряков, русской славы. Тут, понимаешь, такой город. А у меня что в городе? У меня там фабрики, заводы и все. А здесь пахло морем. И запах моря мне почему-то не понравился. Но с какой стати он мне не понравился, этот город? В этом городе, Владивостоке, в нем много-много людей. Они тут родились. Они тут выросли, они всю жизнь прожили. Они тут умерли и остались довольны. А мне вот не понравилось. Но, если честно, город Владивосток при свете дня я ведь так ни разу и не увидел. Мы приехали таким ранним утром, и был такой сильный туман, и даже средний между туманом и дождем. То есть или очень крупный туман, или очень мелкий дождь.
который висит в воздухе и не падает. И весь город представлял из себя какие-то такие вот странные огни и какие-то звуки, и корабли где-то тут гудели. И вообще от кораблей шел какой-то такой звук особенный. Я ничего не видел, было все как был туман, и все было как в тумане. А город Владивосток, как я уже сказал, я при свете дня так ни разу в жизни-то ведь и не видел, потому что через каких-то 2 часа, когда еще не рассвело полностью, меня уже везли на Русский остров. И это получилось так просто-просто. Совсем просто. Не было никакого заговора против меня, не было никакой мистики, не было никаких хитросплетений. Вот просто пришел человек, обычный, нормальный человек, ну, просто в военной форме, и все. Да, причем на нем форма-то была отглажена, а человек был очень помятый. Он пришел, посмотрел на нас 2 раза и остался недоволен. Он пришел, курил сигарету вот так, посмотрел сразу так, посмотрел. Причем я так думаю, что решение это было уже заранее принято, но он его просто озвучил, но сказал так, вот так посмотрел. Ну куда их? На Русский остров. И я это услышал. И какой-то такой одинокий холодный муравей пробежал у меня по позвоночнику. И я ничего не сказал. Это каким-то гулким эхом прозвучало у меня в мозгу и во всем мне. Но я ничего не сказал, представляете, ничего не сказал. Я же до этого всегда что-нибудь говорил, например, там, бабушка скажет, кушай суп. Я говорю, не буду. Или папа скажет, вынеси мусор. Я говорю, потом. А тут я ничего не сказал. Я даже не сказал так. Извините, пожалуйста. Нет, я просто хочу сказать, чтобы вы знали. Просто проинформировать, и все, больше ничего. Я просто хочу сказать, что... А я недоволен этим решением. Или, можно вас на секундочку? А может быть, мы поищем другой вариант? Я ничего не сказал. Я дал себя переодеть в новую форму и отвезти на Русский остров. Вот почему я это разрешил с собой сделать? Почему я это позволил? Я не знаю, я вот это сегодня не понимаю. Почему я это позволил с собой сделать? Я не чувствовал себя виноватым. Я не сделал ничего плохого. Всерьез никого не обидел. Не совершил точно никакого преступления уголовно наказуемого. Так, чтобы вот меня можно было наказывать серьезно. Я, конечно, обманывал родителей так по мелочи. Исправлял оценки в дневнике, выдергивал листочки. Ну и какие-то еще другие какие-то шалости. И ложь какая-то была. И даже однажды украл булочку в магазине. Ну ведь за это же на Русский остров-то ведь не отвозят. Ну почему я позволил с собой это сделать? Нас привели в порт, подвели к катеру. Катер был маленький, я так подумал, как же, погодите, извините, а как же мы на таком маленьком катере поплывем на Русский остров? Ведь, наверное, мы же должны плыть на Русский остров несколько суток, преодолевая шторма. Мне сказали, да забудь, да вот он, Русский остров. И вот в нежном, только проступающем утре был виден Русский остров. Я увидел его, он оказался совсем не такой, как в мультфильмах. Потому что, ну, в мультфильмах, как выглядит остров в мультфильмах? В мультфильмах остров всегда такой, вот так вот море. Строго посередине моря остров вот такой, холмик. Строго посередине этого острова всегда вот так вот пальма и попугай. А этот остров был совершенно не такой. Он был рядом, большой, и на нем не было ни одной пальмы. Ну, потому что это был Русский остров. И катер вот так тронулся. Он отошел от пирса. И воцарилась такая тишина. То есть все замолчали. То есть мы до этого матерились, как-то неумело еще матерились, подбадривали друг друга, как-то неестественными голосами смеялись. А тут катер пошел, и все замолчали. Потому что сначала замолчали те, кто нас туда сопровождал. Потом тут же замолчали мы, и стало так страшно. И
было такое ощущение, что катер на самом деле стоит, только вода так, вот так вода. И как бы катер стоит, а остров надвигается. И было так страшно. Но это как вот когда мальчика ведут первый раз в первый класс. Он сначала утром вот так одел на себя вот эту новую форму школьную. Так стоит и сам себя не узнает. Вот так. Его причесали на проборчик вот так. Бабушка нарезала гладиолусов за день до этого на даче. Дала ему эти гладиолусы. Гладиолусы такие сочные, цветы, толстые. И они вот так в руку не помещаются. Мальчик вот так вот держит. Бабушка посмотрела на это и сказала: а Сашенька у нас уже совсем большой. И пошла к себе плакать. А мальчика Сашеньку вот это взяли за руку и повели. И так ведут, он идет с этим букетом вот так по улице. Глаза без всякого выражения. У него спрашивают: хочешь учиться в школе? Хочу. На какие будешь оценки учиться? На 5. Молодец. Привели к школе. Там возле школы много нарядных людей. Девочки стоят тоже с цветочками. Банты вот такие у девочек. И девочки такие, банты вот такие, а девочки так стоят. Ну, боятся тоже девочки. А потом первый звонок вот этот вот. А потом говорит: вон ваша первая учительница, идите отдайте цветочки. И сами тоже и давайте идите туда. И увели детей. А потом мальчик возвращается из школы, такой странный. У него так спрашивают: ну как? А чё как? Ну это не мальчик спрашивает, это я спрашиваю. Чё как? По-другому думаете, что ли? Не знали, куда отдаете? Менделеев недолго новых ждал. Так что так спрашивать вообще вот так? Тоже будет ходить вот молча. А катер шел, я сидел, на мне была новая форма, от которой пахло складом и свежей вот такой краской. И я сидел, вот так, у меня из всего того, что у меня было с собой из дома, осталось только яблоко. Яблоко было в таком полиэтиленовом пакетике, в котором были крошки, и было влажно, и там было яблоко такое вот, сморщенное, такое вот все в продавчиках каких-то коричневых таких, ну, от которых возникает у яблока от удара. Поэтому было такое некрасивое. И у него была маленькая веточка еще, и маленький такой сухой листик. А листик намок от того, что в пакетике было влажно, и был такой мокрый сухой листик. Ну, по-другому никак не скажешь. Мокрый сухой лист был. Вот. Это яблоко дала мне мама, когда провожала меня служить там на вокзале родного города, она мне дала. Ну, в смысле, только не подумайте, что она дала мне его так. Сынок, возьми яблоко. Нет. Это была сумка с продуктами. Там были какие-то помидоры, яблоки, консервы, хлеб, сыр, соль в спичечном коробке. Все это было съедено, осталось это яблоко, потому что было самое маленькое, некрасивое. И я в этот момент, когда вот так катер шел, а точнее, когда остров этот надвигался, я не то чтобы есть не хотел, у меня мысли о еде не было, но только я понимал, что это яблоко нужно срочно съесть, пока остров окончательно не приблизился. И я его срочно съел. Я его съел даже вместе с тем, что всегда формирует огрызок яблока. Но с этими пленочками и семечками. И у меня в пальцах осталась вот эта только веточка с листиком. И я ее вот так вот в пальцах покрутил, вот так, сидел, вот так, крутил. И листик, понимаете, вот так, вот так, вот так, вот так. А потом выбросил. А что с ней было делать еще? И у меня ничего не осталось. Вообще ничего. Остался только я. Вот этот я. Ну вот этот.
Ну, я в новой форме. А ведь у меня до этого была целая жизнь, и было много всего. Ну, много предметов каких-то, людей, занятий. Была целая жизнь, которая... При этом, как бы, моя жизнь в этот момент же ведь не кончилась. Я же ведь не умер, правильно? Не умер. Просто вот я так вот выбросил эту веточку, вот так. И в этот момент появился вот этот человек. А катер продолжал идти. Ничего не изменилось. И я сидел так, смотрел вперед. Но это, если вот так прочитать в книге, он сидел и смотрел вперед. Можно же по-разному представить, как он сидел. Он мог сидеть, сидел и смотрел вперед, или там сидел и смотрел вперед, или... Ну, а я, нет, я просто сидел вот так. И у меня есть такое положение, при таком положении тела, вот так голова, на голове же вот здесь лицо, а тут на лице глаза. И я не то чтобы сидел и смотрел вперед, я сидел и видел вперед. Вот так. А потом вот так повернул голову вместе с лицом и с глазами. Вот так. И посмотрел туда. А там между мысом и оконечностью острова была такая вода, что было ясно, она была такого цвета, что было ясно, что там дальше столько воды, сколько я даже не понимаю. А я до этого и море толком не видел. У нас в городе была только речка. Но у меня была там целая жизнь. А тут я вот так вот повернул голову. У меня жизнь была целая, ну. А тут я вот так вот повернул голову. И впервые в жизни увидел океан. Меня однажды спросили, скажи, говорит, а какое небо бывает над Тихим океаном? Я так сказал, небо... И вдруг понял, что я туда ни разу не смотрел. Я туда ни разу не посмотрел. То я сказал, знаете, мне как-то было недосуг. Но небо было все время. И днем, и ночью было небо. И над Русским островом тоже было небо. А над этим местом не должно быть неба. Как может быть небо над Русским островом? Ведь это же небо, как оно там может быть? Но оно там было, я тоже туда никогда не смотрел. Так что по вопросам неба это не ко мне. А потом катер дошел. И началось. Катер быстрее дошел. Это я просто долго рассказываю. Ну, представьте себе, вот вы просыпаетесь утром, а вы гусар. Ну, гусар такой, настоящий военный гусар, такая штука у вас, шапка такая, вот с такой штукой. Вот так вот пуговицы, вот так эти шнурочки, сабля и конь. Вот. И не было вчера никакого карнавала, чтобы вы на карнавале напились, потом забыли переодеться, вот и проснулись вот так вот гусаром. Нет. Вы и есть настоящий гусар. Вот, знаете, в каком полку служите, и конь вас знает. И вот так же, представьте себе, каждое утро в течение 3 лет я просыпался с одной и той же мыслью. Я матрос. Настоящий. Кстати, настоящий, гораздо более настоящий, чем те на памятниках и вот в кино. Настоящий. И чем дольше служил, тем больше этому удивлялся. Но, слава богу, на Русском острове об этом ведь думать, ну, не то чтобы не давали, не приходилось там долго об этом думать.
И способствовали этому те люди, которые нас там встретили. А нас там встретили такие люди, это были офицеры. То есть это были такие люди, с какими я раньше, ну, до того, никогда, не то чтобы не встречался, с такими людьми никогда до того не разговаривал. Причем нельзя сказать, что я хоть раз поговорил с офицерами, потому что говорили всегда они, но у меня при этом всегда оставалось твердое ощущение диалога. И нас вот так построили. Причем было ощущение, что построили именно меня, но как будто меня вот 300 человек. И со мной поздоровались так. Так со мной до того никогда никто не здоровался. Мне сказали так: здравствуйте, товарищи моряки. Офицеры, подчеркиваю, никогда не матерились, никогда. Они ощущали себя людьми важными, нужными и практически аристократами. Но губы у них сами прошевеливали нужные смыслы. Иначе фраза становится не то чтобы не очень, она вообще становится никакая. А они старались вот бессмысленных вещей не делать, офицеры. И поэтому они сказали так: здравствуйте, товарищи моряки. Мы понимаем, что вам сейчас трудно и сложно. Вы хотите домой, к мамке? Зря! Вы думаете, там у мамки вы сделались бы мужиками. Так вот нет, а здесь мы вас сделаем и быстро. И запомните, что на ближайшие 3 года роднее нас у вас никого не будет. Но вы хотите домой, к мамке. И вот это вот желание мешать вам служить Родине, блин. Но мы сделаем так, что у каждого из вас останется по 3 простых мужских желания. Это есть, да пить и спать. И для этого, поймите нас правильно, мы знаем, что делаем не первый год. Слава Богу, не вы первые, не вы последние. Мы будем давать вам мало есть, да пить и спать. Они сделали, как сказали, и стало легче. Но не от того, что нам понравилось, что нам вот, мало вот этого всего. Нет. Просто, понимаете, когда-то там раньше впереди маячила некая воинская служба, было как-то страшно, потом нас посадили в вагон и везли на Дальний Восток, стало страшнее, потом посадили в катер и везли аж на Русский остров, и было вообще страшно. Но именно, что было страшно вообще. А туда нас привезли, и стало страшно конкретно. И именно вот от этого стало легче. А офицеры, они были такие люди, ну как сказать, вот сказать, что они были энергичны, это ничего не сказать. Они были молодцы. Молодцы. То есть, вот как будто их когда-то вот так вот завели, и этот завод не заканчивается. И они, например, говорили, вот находясь все время в этом заводе, вот они говорили, например, так, сейчас, я сразу не скажу, сейчас. Китайский снаряд летит за 30 секунд, вы должны успеть защитить Родину. А мы были не против. А что для этого нужно было сделать? Нужно было быстро одеваться, мы быстро одевались. Они оставались недовольны. Нужно было быстрее. Мы вообще быстро одевались. Они оставались недовольны, но их можно понять. Их даже вот как-то нужно понять. И всем станет лучше, если их понять, потому что их несложно понять. Они же когда-то же они поступали в свои военно-морские училища. Я ни разу не поступал, но можете себе представить, они поступали в военно-морские училища и видели так: вот жизнь. В этой жизни я вот сначала буду 5 лет курсантом, потом лейтенантом, потом старшим лейтенантом, потом капитаном-лейтенантом, потом капитаном 3-го ранга, потом 2-го ранга, потом 1-го ранга, потом, если хватит здоровья и повезет, стану контр-адмиралом, потом вице-адмиралом, а потом, если опять же хватит здоровья и повезет, стану вообще адмиралом. И вот тогда стану такой седой, симпатичный и добрый. А пока не могу, извините. Потому что пока старший лейтенант, и пока он стоит на холодном полу в гарнизонном общежитии какого-то маленького гарнизонного городка, умывается, из крана течет не холодная вода, ледяная вода течет. И перед ним вот такое маленькое кругленькое зеркальце с трещинкой. И в этом зеркальце адмиралом не пахнет, там старший лейтенант. И этот старший лейтенант бреется дешевой бритвой вот так.
Но при этом он не то чтобы думает, он мечтает о том, что вот наступят такие, даже он видит просто это. Он видит, как наступят такие чудесные времена, когда построят такие корабли, каких пока нет, и будет все время хорошая погода, и будет синее небо с маленькими облачками, и будет дуть сильный, но теплый ветер. А этот теплый ветер нужен будет для того, чтобы флаги вот так вот на мачтах, вот так. И он будет подниматься на борт своего флагмана, и там его будут ждать чудесные матросы, чудесные, вот такие. Он подойдет к первому попавшемуся матросу. А какая разница, они все чудесные. Похлопает его по плечу, спросит: как служба, сынок? Тот, конечно, ничего не ответит, он же чудесный, как он может что-то отвечать. Но и матросу будет приятно, и адмиралу будет хорошо. А пока он добрился, взял дешевый одеколон, вот так. Потом оделся во все, старшелейтенантское, надел фуражку и вышел на улицу, а там ветер сильный, холодный. И он идет вот тогда, да, все, что там вот побрил и побрызгал, вот так вот все обдуло этим ветром, и все это вот так, вот так. Женщины не поймут, а так-то ужас. И вот так идет, вот так, придерживая фуражку. А там ждем его мы. И он так вот пришел, пришел на службу, там стоим мы, где-то среди вот мы, это я вот там где-то стою. Он так пришел, поднимает так глаза и так, фу. Потому что он явно не то хотел увидеть. Потому что там стоим мы, там стою я. Очень конкретный, очень. И как только он меня увидел, он сразу понял, что у него ничего, как он там себе нафантазировал, не получится. Кто виноват? Я. Чем? Потому что я такой. Я конкретный, с этим ничего не поделаешь. И я чувствовал эту вину перед ним, потому что у него ничего не получится. Потому что я такой. Я очень конкретный. И поэтому на Русском острове все было ритуал. Все. Все было доведено до состояния ритуала. И в каждом ритуале, конечно, был свой практический смысл. Но об этом говорить скучно. Главное была красота. Нужна была красота. И самым красивым, массовым, мощным ритуалом был ритуал пересык. В этом ритуале был свой практический смысл, но об этом говорить скучно. Красоты было гораздо больше. Да, и этот ритуал был такой, очень важный. Он был массовый, он проходил всегда одинаково в любое время года, при любой погоде. Да, тут надо сказать, какие нужны были условия, нужно было соблюсти какие условия для того, чтобы участвовать в этом ритуале. Немного условий, 3, но как минимум. Значит, первое условие, нужно было родиться мальчиком в нашей стране. Второе, дожить до 18 лет. Третье, попасть на Русский остров. Автоматически ты участник ритуала. Автоматически. Значит, как это происходило? Это происходило так. Ровно в 6 утра по радио включался громко гимн страны. Это означало: пора вставать. Мы вставали очень быстро. Форма одежды при любой погоде и в любую погоду, при любой погоде и в любое время года была одинаковая. Синие трусы, ботинки и бескозырка. Вот. Значит, трусы были уже на нас, у всех были синие. Ботинки мы надевали очень быстро, прямо без носок. Бескозырку просто на ходу и бежали. Бежали и спали на ходу, вот так. А отовсюду были крики: бегом, бегом, с другой стороны: бегом, быстрее. С одной стороны бежало 1500 человек, и с другой 1000. Все бежали и знали, куда бегут. Грузины, таджики, армяне, азербайджанцы, узбеки. Как какие-то странные диковинные вкрапления в янтаре попадались эстонцы с латышами и литовцами. Так, немного. И в основном как-то мы. Очень много нас. Мы бежали к морю. Вот так вот обветренные, не очень чистые загорелые кисти рук, обветренные, не очень чистые лица и шеи, все остальное белые и синие трусы. Мы становились, там был между двумя пляжами такой обрывчик высотой, 3 метра. И вдоль него можно было выстроиться, одна учебная рота, 300 человек. Вот мы становились,
первой роте больше повезло, 7-й меньше. Мы становились вот так. Строго по команде снимали трусы и писали в море. А здесь стоял дежурный офицер, который следил за красотой. Он строго следил за тем, чтобы только тогда, когда закончит последний, да, забыл сказать, что сила ветра и его направление никаким образом не учитывались. Вот. Он следил, чтобы только тогда, когда закончит последний, а ведь попадались очень талантливые люди. Он так вот смотрел, значит, когда заканчивал последний, он давал команду, мы надевали трусы, уступали место другой роте. И всегда вот в районе 3-й или 4-й роты в бухту входил строго по расписанию большой многопалубный корабль, весь в огнях и с туристами. И в этом было что-то такое сильное, что было ясно, что, по крайней мере, с востока на нас не нападут. Я не идиот, понимаете? Я же понимаю, что... И не хочу сказать, что вот мы писали в море, из-за этого не напали. У нас были хорошие баллистические ракеты, атомные подводные лодки, крейсера. Но мы же что-то делали. Нас было много. При любой погоде. В любое время года. За это время не напали. Значит, нормально делали. И еще на русском острове водились бабочки. Такие большие бабочки. Я потом прочитал про них в энциклопедии. Они называются махаоны. Там их много разновидностей махаонов. Ну, вот это вот такие вот махаоны, которые водятся на самом деле только в этом регионе. Очень большие, здоровые, вот такие вот. Больше воробья. Ну, здоровые бабочки. И у них были очень красивые изумрудно-зеленые крылья. Вот внутренняя часть крыла изумрудно-зеленая, а внешняя такая бархатно-черная. И нам офицеры говорили про этих бабочек. Не дай боже, какая падла, хоть одну бабочку, блядь, задавит. Эти бабочки, блядь, занесены, блядь, в Красную книгу, блядь. Мы гордимся, блядь, этими бабочками. Они водятся только здесь, блядь, у нас. Они здесь водятся уже 1 000 000 лет, а вы здесь за полчаса все засрете, блядь. Не дай боже. А эти бабочки, они появлялись где-то в середине июля и летали потом до середины августа. И, кажется, они сами понимали, какие они важные и чудесные. Они летали неторопливо, медленно, можно сказать, летали. Они собирались с небольшими стайками у прибоя, сидели на камнях и летали, ну, медленно и прекрасно. Вот так, сейчас покажу. Вот так летали. Я задавил 3 штук. Когда я убивал первую, она хрустела под пальцами. У нее, казалось, были удивленные такие радужные глаза. Она смотрела прямо на меня. У нее дрожали усики, крылья легко ломались, и от них веером вот так разлеталась пыльца. И из нее выдавливалась какая-то желтая дрянь. А потом я долго и тщательно отмывал руки в прибое и даже тер песком ладони. Потому что, ну, действительно, не дай бог. Офицер же шуток-то не... А я ведь убивал-то всерьез, я же не шутил. Я убивал всерьез, и каждый из нас задавил минимум 3. А кому мы там могли еще отомстить? Кто там был слабее нас? И вообще было так много стыдного. Такого стыдного, о чем я никогда не рассказывал и не стану рассказывать, потому что будет неприятно рассказывать и неприятно слушать. Значит, то есть нет смысла рассказывать. Такое стыдное, которое не должно было приключиться ни с кем. Ни со мной, ни с вами, ни с кем не должно. Потому что когда-то же мы были маленькими, то есть вот я был маленький. Что значит я был маленький? То есть это был уже я, только небольшого размера человек, недавно живущий на свете. И ручки и ножки у меня были новенькие, ничего не болело. И я мог часами, например, бегать и орать. И кто-нибудь из взрослых мог сказать: ну-ка перестань орать.
А я так удивлялся, как-то интересно, как-то можно бегать и не орать. Надо все делать вместе. И еще времени было не то, чтобы, ну вот как-то много или мало, а его было просто вот столько. То есть все время. И поэтому можно было стоять вот так зимой, когда падает снег, и свет такой белый-белый, из-за того, что солнышко не видно, потому что там облака, и из этих облаков падает снег. А ты стоишь, на тебе пальто, причем пальто такое, в котором ты не можешь даже руки вот так опустить. Вот так вот делают руки. Вот такое пальто. И такие вот рукавички, те, которые бабушка свела, мохнатые, и тут резиночка. Вот. И ты стоишь, и можно поймать вот эту снежинку, на эти, вот как сказать, вот эти шерстинки вот на эти поймать. Ее очень хорошо видно, эту снежинку. И она такая большая, ее можно так рассмотреть внимательно. Потом так, и она превратится в маленькую капельку воды, которая повисла на шерстинке вот на этой, повисла. Поймать другую снежинку, она другая. Рассмотрел, и вот так. И вот так 1,5 часа. И нельзя сказать, что сильно весело, но и не скучно, нормально. Или вот так вот, когда снег выпадет свежий, вот так стараешься упасть на спину, вот так. Упал, а потом аккуратно попытаешься встать и посмотреть, какой от тебя остался след. А потом посмотрел уже весь двор в твоих следах. А ты весь в снегу, ну как пингвин, везде снег, вот там, везде. И заходишь вот так вот в подъезд, встал к батарее, и потекло. А эти катыши, которые набились вот в рукавичке, вот так выкусывать. А потом долго отплевывается, там шерстью во рту. Ну так это все чудесно, вот это все. Или так вот играешь в снежки во дворе. Вот так играешь в снежки. И взял снежок и уже подкрался к своему другу, врагу. Подкрался и так уже прицелился, и уже сейчас вот попадешь ему вот этим большим хорошим снежком по голове прямо. И в этот момент кто-то из взрослых в форточку говорит: мультфильмы ты. Ну, мультфильмы, потому что их же мало показывали, это же было такое, не знаю, это было больше, чем, в то же время вообще же такое удовольствие можно было получить. Ты конючил конфету или мороженое, наконец-то тебе ее дали, ты сразу раз замолк и ешь. В этот момент ты не читаешь газету, не смотришь телевизор, ни с кем не споришь. Ты ешь вот эту вот конфету или мороженое как бы всем туловищем. И вот все туловище от этого получает удовольствие. Вот сосредоточенно вот это вот делаешь. А тут мультфильмы, это же для души. И их мало показывали, ты в понедельник посмотришь программу на всю неделю, нашел там где-то в субботу, обвел карандашиком, поставил восклицательный знак и сказал взрослым: вот не дай бог вы провороните. Вот не дай. А там 15 минут мультфильмов, счастье, просто не знаю. Ой. И вот ты бежишь, вот так забежал так, как упал, вот так. И хоть куски от тебя отрезай. И ты вот сейчас, ты вот чувствуешь, как ты сейчас будешь впитывать вот эту вот радость, вот это счастье мультфильмов. И вот ждешь, и уже вот, почему-то не начинается. То ли там какая-то кинозарисовка или еще что-то такое там. Или как раньше этот диктор читал программу передач на весь вечер. Ты думал, как же так, а как она не понимает, что она крадет у тебя драгоценные секунды твоих мультфильмов? И, наконец, началась вот эта мультфильмная музыка, и вот эти забавные мультфильмные буквы, и ты не выдержал, сбегал, пописал, вернулся. А вот эти буквы, они уже тебя радуют, потому что это забавные, они такие забавные. Ты не читаешь, что там делает этот мультфильм, мне не важно. Вот это уже буквы тебя радуют. И в этот момент ты уже от предвкушения уже просто вот так, вот так. Ну и что, и показали, конечно, какие-то кукольные мультфильмы. Кукольные. Как можно живым детям показывать кукольные мультфильмы? Там же ведь куклы, они же вот так вот. На них же неприятно смотреть. А еще же там какие персонажи? Медведь, например, заяц и ежик. И медведь обязательно жадный, у него бочка с медом, и на ней написано еще так: мед. И он так вот не дает никому. А ежик
с зайцем, они вообще-то мед не едят в жизни. Но почему-то надо, вот здесь им надо почему. А тот не дает. И ходит этот вот ежик, он такой вот всегда такой рассудительный, умный, работящий, собирает яблоки и грибы, и вот так на иголки их надевает. Странные у них какие-то леса, там в одном лесу и яблоки, и грибы. Вот он ходит, а заяц не то не сё, он пошел к медведю, ну тот ничего не пошел хотя бы к ежу, тот совет какой-нибудь добрый даст. И вот они ходят, беседуют, и в итоге у такого мультфильма этот медведь он понял, что с ним никто не будет разговаривать, с жадным, и он так слегка поделился. И в итоге такого мультфильма в конце все эти животные поют песню про дружбу. Ну, Лажа, Лажа. Ну ты не обиделся, нет. Ты досмотрел эту Лажу до конца, потому что ты же не знаешь, что вот этот человек, который делал эти мультфильмы, он не то, что тебя не любит, ему просто вообще все равно. Но ты не обиделся. Ты снова вышел гулять, бегать, играть. И если даже во дворе нету твоих друзей, пацанов, можно с девчонками в глупые дочки матери поиграть. Или найти дохлого воробья и всем двором его похоронить. А если вот так вот вечером зимой, вот такое было слово, загнали всех, загнали. Вот. А ты остался один, а всех загнали, а про тебя забыли. И ты ходишь вот так вот по двору, ну тебе все равно, ты еще не умеешь ни тосковать, ни как-то печалиться, не чувствовать одиночества. Тебе не здорово, ну и неплохо. Ты ходишь просто вот, ты обязательно себе найдешь какое-нибудь занятие. Смотришь, вот окно светится, туда Витьку загнали, а там Саньку загнали. Ну ничего, вечереет, холодно становится, фонари. Подходишь к подъезду или к железным качелям. Вот к подъезду подошел, там дверная ручка вот здесь, потому что ты маленький, вот так вот дверная ручка вот здесь. Тут фонарь, пар изо рта, морозец такой, и так думаешь, кто-то мне что-то сказал, что ее обязательно надо лизнуть. Но главное, что ты не обиделся, не обиделся. Потому что ты еще пока не умеешь обижаться. Обижаться ты не умеешь, потому что как только ты научишься обижаться, в эту же самую секунду, не в следующую, а в эту секунду, ты тут же научишься обижать. Вот, а пока ты еще этого не умеешь. И, например, какое-то воскресенье ты лежишь в своей постели под одеялом, и поскольку это воскресенье, ты никому не нужен, про тебя все забыли. И только бабушка вспомнила. А ты лежишь, думаешь, ну что это вот так вот, мне уже здесь лежать? А что делать? Ну и буду лежать. И бабушка вспомнила про тебя, потому что она уже напекла блинов, и эти блины там на кухне такой стопочкой лежат. И она поставила варенье в розеточке на стол. И говорит, ну надо же его будить. И бабушка идет тебя будить, поднимает так одеяло. А там лежишь ты, у тебя вот такая вот спина. Вот такая. И вдоль позвоночника пушок. Она так гладит тебя по этой спине. А у бабушки рука шершавая, потому что бабушка что-то всю жизнь работала. И ты вот так. А потом прошло лет 30, и спина большая, и на ней не пушок. И ты уже такого навертел в своей жизни, такого он натворил, такого сделал, Господи. И так вот лежишь, не можешь уснуть. И думаешь, Господи, как же это ужасно, да? Вот как вот вспомнится какая-нибудь такая дрянь, из-за чего станет стыдно. Какая-нибудь такая вот дрянь, которая произошла, может быть, даже не с тобой, а вот с этим человеком или еще даже до. И нет людей, которые могли бы тебе напомнить об этом. И, может быть, кого-то уже нет в живых. И ты сам это не помнил, но вдруг вспомнилось это в какой-нибудь такой момент, когда ты чистил зубы или брился. И в этот момент так захочется вот так. Или вот ты пытаешься уснуть, а там что-то как-то, на работе накопилось чего-нибудь такого ужасного, накопилось, навертел, и начальник тебя обижает, или кто-то как-то так несправедливо с тобой поступил, или как кому-то ты деньги одолжил, а потом, думаешь, через полгода позвонил уже, чтобы деньги-то отдали, а ты говоришь, деньги-то ты отдашь, а он говорит, да и забудь вообще. И думаешь, как-то забудь-то, погоди. И вот так вот лежишь, и все это в голове крутится и вертится, и не можешь уснуть, и думаешь, как ты завтра вот ему все скажешь, вот так. И главное, говоришь вот так, и как ты так вот, когда ночью думаешь об этом, так складно слова вот так складываются, и главное, он так ответил тебе, и так удачно ответил, что ты ему отлично знаешь, что сказать в ответ.
То есть ты ему сказал, он тебе ответил, а ты ему ответил так, так и вот так вот. И так до 6 утра. А потом уснул, забылся, и минут через 40 прозвенел будильник, ты проснулся так, подскочил. И куда все делось? И решимость, и эти слова, и ты так встал вот так в комнате своей, и так. И через некоторое время идешь ты, ну, по делам, там, на работу или, ну, не знаю, по делам. Идешь, ты идешь по своему городу, мимо знакомых тебе домов, гастронома, мимо знакомой остановки, киоска. Тут ходят красные трамваи, желтые автобусы, синие троллейбусы. Ты эти маршруты все знаешь, куда они уходят, где разворачиваются, откуда они приходят обратно. Ты идешь по родному городу, а люди видят такого человека. То есть ты идешь, а люди видят такого человека. Ты идешь вот так вот и сам с собой разговариваешь, вот так, например. И не надо так со мной говорить. Я извиняюсь. Вы знаете, что, мне больше всех надо, что ли? А на самом деле в этот момент так хочется как можно меньше занимать место в пространстве, как когда-то. Ну ведь когда-то же я весил 3,5 килограмма. Ну сейчас так бесполезно худеть, конечно. Но то время вспоминается как какие-то вспышки. И значит, тогда было хорошо. И поэтому я про это ничего не помню. И так вот, так хочется вот так вот лечь и хоть немножко полежать вот так. А ведь еще до того, как меня принесли домой, до того, как выяснилось, что я мальчик или девочка, до того, как мне придумали какое-то имя. Еще до этого я же уже был, я плавал в темноте, как рыба, и у меня был хвост. А куда делся мой хвост? Я не помню, я про это ничего не помню. Потому что, наверное, было совсем хорошо. Я вот помню, как папа возил меня в детский сад на санках. Меня везли, надо мной было темное небо и звезды. А когда меня везли обратно из детского сада, снова было темно, и надо мной были звезды. А куда девался день? Почему я не помню дня? Потому что, наверное, днем было хорошо, поэтому и не помню. Но почему-то я так хорошо все помню про русский остров. Почему-то так я это хорошо помню, во всех подробностях. Но главное не это, главное, вот интересно, был ли такой человек, вот такой реальный человек, совершенно реальный человек, с именем, фамилией, паспортом, номером этого паспорта, с адресом, ну, то есть, ну, такой конкретный реальный человек, которому было действительно нужно то, что мы там делали, который бы мог бы сказать, да, мне это надо, которому бы это нравилось, и он бы мог сказать, да, мне это нравится, то, что они делают, и пусть, блядь, делают. Я не могу себе представить этого человека. Это каким человеком надо быть? И я полагаю, что такого человека нет. И не будет никогда. Но можно же было упасть вот так вот в снег и смотреть на звезды и думать, ой, там звезды, звезды, а дальше еще звезды. А там за звездами еще звезды, а дальше бесконечность. И вдруг так, быш, бесконечность. Ой-ой-ой, бесконечность. И лучше бы об этом не думать. Ой, бесконечность. Бесконечность. Или можно было вот так вот лежать в своей комнате и думать, когда ты был маленький, думать, ага, бабушка умрет, а потом... Ну, это очень плохо, что бабушка умрет. Ну, умрет. Потом умрут родители. Но это будет не скоро. Ну, в конце концов, конечно, это ужасно. Даже об этом лучше не думать. А потом умру я. Это будет уже совсем, вообще уже сильно не скоро. Но в конце концов же умру, и так думаешь, умру. И так, умру. И вдруг понял, что это... Ой! И дальше уже невозможно лежать в своей комнате одному и как-то так вот к родителям. И так постучал туда, а тебе папа, что ты там навыдумывал? Ну-ка иди ложись спать. И ты думаешь, ой, что это действительно я навыдумывал-то? И вот так вот все три года в голове была одна и та же мысль все время. Я хочу домой. Вот так, я хочу домой. Даже без я, просто хочу домой, как поезд вот так вот стучит, когда тук-тук-тук, вот так вот. Все время одна и та же мысль. Ее даже уже не замечаешь, как стук поезда. Хочу домой. А когда поезд останавливается,
и становится тихо. Понимаешь, ага, стучало. И так же и здесь, вот это, хочу домой, хочу домой, хочу. И вот закончились 3 года службы, вернулся домой и ночевал первую ночь дома. Я так об этом мечтал. Думал, буду спать 24 часа. 24 часа буду спать, ровно в 6 утра. И вдруг такая мысль, хочу домой. Ну так, стоп, стоп, ну, а где я-то, ну где я-то? А потом такая невеселая мысль, так, стоп, а где дом? А потом и совсем невеселая мысль, а дома-то нет. Дома нет. И до сих пор, когда мне как-то плохо, нехорошо, я даже, может быть, нахожусь в том месте, которое называется вот тем самым словом «дом», или, то есть такое место, по которому я могу сказать, я пошел домой, и я там вот нахожусь. Как мне плохо, такая мысль, хочу домой. А где дом, а дома нет. И все ребята так хотели домой, как же все ребята-то хотели домой. Они хотели даже в такие дома, куда хотеть невозможно. Какие-нибудь такие городки, мимо которых ты едешь поездом, вот так проезжаешь, смотришь, городок такой, и думаешь, ой, господи, и здесь, что ли, люди живут? А это чей-то родной город, и там у него все. И другого не будет другого. И они хотели туда. Так хотели еще. Было такое чувство, которое проанализировать и сформулировать получилось только существенно, потом. Это вот что страна, где ты родился, и родина – это разные места. И еще было такое стойкое ощущение, что кто-то предал. Вот так предали сильно. И нужно было так сильно обидеться. Нужно было обидеться. Потому что мы же никого не предавали. Мы же были матросы. Как мы могли кого-то предать? А нас предали. Но тут было сложно разобраться. Допустим, выясним мы, что предала Родина или предала страна. Как на нее можно обидеться? Нам же нужно ей служить. И она еще была такая большая, эта Родина, и страна тоже была большая. С этим было сложно разобраться. Но обидеться было необходимо для того, чтобы можно было служить Родине. И знаете, на кого было продуктивнее всего обижаться? Продуктивнее в смысле службы. И эффективнее. Сейчас я вам скажу, на кого обижались. Обижались на девок, которые, суки, не дождались своих моряков. И я вам должен сказать, что не дождались все. И даже те парни, у которых девок никаких не было, сроду они их не нюхали ни разу. Они их все выдумывали, и вот эти вот выдуманные им изменяли. Но для того, чтобы обидеться, нужно же было тоже совершить ритуал, нужно было пойти в фотоателье, сфотографироваться так вот романтически, вот так. Взять фотографию, подписать: «Пусть напомнит тебе обо мне, неподвижная личность моя». И куда-то в дальний город так. И вслед: «Сука». И дальше можно Родине служить нормально. А я же помню хорошо то чувство, с которым я вошел в свою комнату после службы. Я вошел в комнату и вижу маленькая комната, 16 квадратных метров, небольшая такая. А раньше я даже и не думал, сколько в ней квадратных метров. Комната и комната. И вообще это был дом. То есть что это значит дом? То есть, конечно, это была конкретная улица в конкретном городе, конкретное здание, в нем была конкретная квартира, не очень большая. Там мы жили, это был дом, то есть в смысле дом. Возвращаюсь к конкретной улице в конкретном городе, конкретное здание, конкретная квартира. А где дом? И уж тем более комната вот эта 16 квадратных метров. Что это? Я же здесь жил, и я даже не думал, сколько в ней метров, мне было в ней достаточно, я в ней жил. Я в этой комнате, в которой я жил, я слушал музыку. Я включал магнитофон и слушал музыку. И эта музыка была такая прекрасная. И все сразу изменялось. То есть была комната, в которой был всегда беспорядок. Было окно, за которым было какое-то дерево вот такое. Какой-то кирпичный дом. Дождь все время лил. И шли трамваи красного цвета. Но как только начиналась музыка, все изменялось. Сразу предметы не валялись, а вот лежали как-то. За окном был не дождь, а дождик. Трамваи шли. И дом был не кирпичный, а из кирпича.
И дерево как-то так, как-то... И еще эта музыка была такая прекрасная, что я так ее сильно чувствовал, и мне еще так хотелось в этой музыке играть на бас-гитаре. Я не хотел быть музыкантом, я хотел быть тем, кто я уже есть. Но именно в этой музыке я хотел играть на бас-гитаре, потому что мне казалось, что на бас-гитаре это попроще. И обязательно играть. И я много раз играл, правда, у меня не было бас-гитары. И играл чудесно. И еще я мечтал все время, когда звучала эта музыка, сыграть в каком-нибудь кино, но не главную роль, нет, а быть вот таким моряком с такими усами, с пулеметными лентами, сражаться за родину, чтобы в меня попала пуля, я упал и умер, и все. В первом же кадре упал и умер, все. Но только чтобы при этом еще звучала вот эта музыка, и чтобы я при этом еще играл на бас-гитаре. И еще, чтобы если бы, ну, при этом, еще бы, вот при всем вот при этом, было бы видно, как я сижу у себя в комнате, слушаю музыку, еще чувствовалось, как эта музыка мне нравится. И еще, чтобы это кино было снято не как, не кинокамерой вот так вот, а вот так, как я вижу. Но я же смотрю изнутри головы. Я же при этом границ головы же не ощущаю. Я же вот так вот вижу просто. Вот так, да? Вы смотрите на меня, а я оттуда, изнутри мозга, на вас. И я же слышу музыку туда, ну, слушаю музыку туда в голову, но музыка-то при этом везде. И чтобы если вот так вот кто-то снял, как я играю на бас-гитаре, как я умираю за родину, как я живу в своей комнате, ну, то есть как я живу, вот кто-нибудь бы сделал бы такой, это было бы самое лучшее в мире кино. Как я живу. Самое лучшее. Вернулся домой, ну, а дома нету, включил музыку, ну, хорошая музыка. Вообще было сложно опять начать это слушать музыку, что-то смотреть, читать, просто ходить по улицам. Нас же там однажды наказали искусством. Нам показали фильм «Жестокий романс» 20 раз подряд. И это было так изощренно, жестоко. Я даже подумал, кто бы это мог вот так сильно провиниться. Причем нам его показывали не то, что вот он закончился и снова вот пошел. Нет, нам его показывали в летнем кинотеатре, в открытом. Начали в конце октября, закончили в середине ноября. Каждый день. Без звука. Вот. И там же, помните, там же «Бесприданница», «Волга», все вот это. Мы смотрели, и там уже раз на пятый уже все части фильма поперепутались, и только что убитая бесприданница снова пела и танцевала. И я смотрел на это и думал, господи, для нас хотя бы Волга, матушка, река, а каково узбекам это смотреть? И было понятно, что вообще наше кино, оно мучительно для узбека. А они, узбеки, они так любили делать татуировки себе, чаек, вот так вот здесь, корабли, годы службы. А потом уезжали к себе в Ферганскую долину, ну, туда, где они живут, там, ну, там
Ну, туда, где у них дом, в общем, куда они хотели вернуться. И как, должно быть, сейчас странно выглядят эти чайки на повзрослевших узбекских грудях. А у нас еще были два эстонца. И у них были фамилии Каск и Эллер. И они были настолько отдельные, что их вынесли вообще за список. То есть шел Яковлев, Якушев, а дальше Каск и Эллер. И вот так их выкрикивали пофамильно там. Яковлев, я, Якушев, я, Каск, я, Эллер, я. Ребята, матрос, услышав свою фамилию, тут в уставе записано, не мы придумали, должен четко и ясно сказать «я». Букву «я» должен сказать, понятно? Ну-ка. Каск, я, Эллер, я. Вы что, собаки немцы, издеваетесь, что ли? Ну, будем тренироваться, будем тренироваться. И вот где-то сейчас живут два русских моряка, Каск и Эллер. А ведь русские моряки, это что это было? Это же вот мы должны же были как? Мы же хотели вернуться домой красивыми русскими моряками. А что значит вернуться красивым моряком? Ну, это должна быть как минимум клеш на 40. Ну, то есть вот такая. Вот, такие. Ну, это красиво. Вот. Но таких брюк же не делали. Но выходили из положения следующим образом. Брали суконные новые брюки, замачивали их в уксусе и натягивали на торпеду. Получалось красиво. Но ткань, вот это сукно, становилось таким тонким, что оно не держало стрелку. Тогда стрелку внутри проклеивали. Сюда, вот в этот шов, вот сюда, вшивали струну от гитары, ну, чтобы она вот идеально вот так держала. А сюда, вот самую стрелочку, вот сюда, вшивали маленький кусочек свинца. Ну, такой грузик, для того, чтобы стрелки при ходьбе вот так. Ну, красиво, что мы. Все, что можно было подшить бархатом, подшивали бархатом. Бляху начищали до такого состояния, что ей самой можно было бриться. И в нее можно было при бритье смотреться. И этим занимались год. Чтобы прийти, и город от красоты и радости бы вздрогнул. Родной город. И вот так собрать своих друзей, одноклассников, которые тоже где-то служили, но были все салаги, и открыть перед ними дембельский альбом с фотографиями вот так. И сказать, вот мой братишка Колян, мы с ним служили. Вообще, братан, ну, братишка мне, и все, я не знаю прямо. Ну, братан, ну, я не знаю, братан, и все. Вот. А это моя пушечка, она мне играла вообще, моя маленькая. А это Федя узбек, хрен его знает, как его по-настоящему звали. Мы его звали Федя, он нормальный парень был, отзывался. А это наш командир. Мужик справедливый. А что никто не смотрит? Ребят, что не смотрит? А пиво осталось еще? Пиво? Или в первый же вечер с непривычки такой моряк напивался в водке, облевывал всю эту форму, красоту. Ее заталкивали куда-то подальше, эту форму. И мама думала, слава тебе, Господи, и живи ты, живи нормально. И видела, что парень-то мается. И так говорила, сынок, ну покажи мне свои фотографии. Где там твой командир, где друзья? Мама, ну зачем тебе это? Ну, на самом деле, ну что ты? Ну, вот, ну это вот Коля, он мой, ну, братишка, ну, братан. Ай, ну, это Пушка. Мам, да забудь ты вообще, забудь. А куда подевались вот те моряки? Ну, вот те русские моряки, которые были, от которых идут флюиды вот эти, и ты их, ну как, ну чувствуется же, они же приходят. Ну, моряки, которые музицировали, декламировали, знали иностранные языки. На каждом корабле русского флота, в каждой кают-компании стояла фортепиано. Для кого? Ну, они были. И были прекрасные корабли, и адмиралы, и офицеры. Но если повнимательнее почитать историю флота, то выясняется, что лучше всего они топили собственные корабли вместе с собой. Но это у них, правда, получалось. Тут кроме шуток, правда, вот так, что вот так кулак хрустит, когда читаешь, и что-то здесь застревает и не дает некоторое время дышать и жить. Ну, потому что шла когда-то эскадра прекрасных таких тяжелых, как утюги, броненосцев. Черный дым до неба, андреевские флаги, замыкал клеваторную колонну. Ну, самый новейший крейсер, гордость русского флота. Там была передовая команда, самый лучший командир, чудесные офицеры. Все было, ну... Но. Вахтенный матрос что-то не так понял. Или радист отошел покурить.
И вся эскадра пошла так, а крейсер вот так. И сразу туман, конечно, и пару дней в тумане. А потом туман так рассеялся, и так, опа, кругом враги. Ну, тут этому даже никто не удивился. Нет, в смысле, ну, враги-то очень удивились. И сразу опомнились, давай сигналить, вот, дескать, сдавайтесь. Ну, а наши такие, ну, конечно, сейчас сдадимся. Специально плыли сюда, чтобы сдаваться. Ага, сейчас. И все переодеваются во все новое, в первый срок. Ну, потому что есть такая традиция на русском флоте хорошая. Умирать во всем новом и чистом. Потому что все знают, будем умирать сейчас, пора, все. И тут уже кроме шуток. Тут из всех орудий и наши комендоры, ну, в смысле, артиллеристы, самые лучшие. И с первого же залпа их флагман начинает сильно дымить и уходит из боя, а их адмиралы на шлюпочке, другой корабль. И вообще их эскадра несет тяжелый урон, и их какой-то эсминец уже потоплен. Наш крейсер весь вдрызг, весь горит. Но Андреевский флаг еще не сгорел. Он трепещет на мачте, и его никто не собирается опускать. А там где-то в каземате осталось 2 матросика. И поэтому одна пушечка дивизионного калибра еще бьет правого борта. Бьет еще и попадает. Редко, но бьет. И попадает. А там, в дыму, 2 матросика, у которых до костей обгорели руки, они заряжают эту свою пушечку, которая раскалилась просто до красна. Прицел избит, и кровь заливает глаза. Они стреляют и попадают. Потом он протирает последний снаряд, зарядил. Бах! И все, Колян, курим, все. И тишина. Ну, еще постреляла вражеская эскадра, посигналили, дескать, сдавайтесь. И на искореженном мостике русского крейсера сидит раненый командир, на забинтованное плечо накидывает белоснежный китель, весь в крестах, поправляет кортик, достает белоснежный платок, вытирает им внутреннюю часть фуражки и что-то аккуратно записывает в вахтенном журнале. А к нему поднимается на мостик молоденький штурман и впервые в жизни обращается к командиру по имени-отчеству. Говорит: Дмитрий Сергеевич, все, кто остался в живых, собрались на баке, вы выйдете к команде. Командир попытался встать, но понял, что как-то сильно ранен, и так: Сашенька, вы пойдите к команде, скажите, что хорошо дрались мои матросы. Как хорошо дрались. Вы им скажите, что я доволен. И еще скажите: с Богом, скажите, с Богом, вот так. Ступайте, и я как-нибудь здесь сам. А на вражеском крейсере их адмирал вызывает себе старшего помощника вот так: вы видели, как дрались русские моряки, а? Ну, это, я не знаю, там японский, французский, не, немецкий понятнее. Вы видели, как дрались русские моряки? Вот не было таких моряков, а вы отойдите. Значит так, сейчас идите, распорядитесь, чтобы освободили каюты. Вы освободите лично свою каюту, там мы примем русского командира, всех раненых примем на борт, всех будем лечить, так, всем гарантируем жизнь, идите. А на палубе нашего крейсера сидит матросик, который вышел оттуда из каземата. Он обгорелыми до костей руками свернул самокрутку. Ну, как он мог такими руками свернуть? Ну, плохо, она не тянется. Вот так сидит, вот так курит. Да еще бакланы что-то низко летают. И он готовится умереть. А как они знали, как надо умирать? Они же каждый раз знали, как надо умереть. Они же не могли потренироваться. Но каждый раз... А там в такой темноте трюма с какой-то такой керосиновой лампой стоят 2 усатых старшины, которые прошли, ну все прошли. И молоденький штурман Сашенька, он пытается открыть кинстон, но ему сил не хватает. И ему, в конце концов, старшина говорит: Сашенька, да вы отойдите, ей-богу, а? Ой, Господи. И так подходит и одним уверенным, сильным движением. А дальше вот так.
И только бескозыртин на воде и масляные пятна. А я только однажды был в бою. Ну, правда, это был такой мой частный бой. Он длился 1 секунду. То есть, а я 1 секунду видел врага, а враг видел меня. Но я, правда, в этом бою защитил Родину и победил. Мне повезло, у меня была такая секунда за 3 года, одна. А другим-то вообще не повезло. У большинства и этой секунды не было. Ну, что это? Я сейчас объясню, что это был, так сказать, бой там. Ну, нет, это было так. Значит, наш корабль шел проливом Лаперуза. Это вот так вот остров Хоккайдо, Япония, а здесь Сахалин. И вот мы так шли. Не быстро шли, так всегда там в этом проливе. Нельзя быстро. И японцы выслали такой свой разведывательный самолет с такими широкими крыльями. Но это обычное дело. Они всегда посылают, чтобы посмотреть, кто там плывет и улетает. Вот. Рутинное дело. Вот. А я в это время чистил пушку. Большим таким железным банником чистил пушку. Вот так. Вот. Сыграли тревогу. Я замешкался что-то и видел, как надо мной этот самолет разворачивается. Причем он летел низко. Он пролетал надо мной низко. И я отчетливо увидел, как этот японец на меня посмотрел. Ну, японец, понимаете, там, я увидел японского летчика. Ну, шлем, очки, японец. Ну, кто там мог быть в японском самолете? Только японец, понятно же. Вот. И он на меня посмотрел. И у меня была, ну, как сказать, у меня была 1 секунда на то, чтобы принять единственное правильное решение из миллиона вариантов. И еще успеть в эту же секунду, не в следующую, а в эту же секунду это решение воплотить. Ну, решение по защите Родины, как ее защищать. И я нашел это решение, я выбрал единственное правильное и успел его осуществить. Я сделал так. Он развернулся, улетел, я победил, все. При этом я понимаю, что у японцев в этот момент были заняты руки. Но это не важно. В бою никто не разбирает. Ну, в смысле, у кого лучше позиция, кто лучше готов, тот и побеждает. У меня все было объективно лучше. И я был точно лучше готов. И сейчас, когда я вспоминаю, конечно, этот бой длился там вжик-вжик и все. Но это же была моя 1 секунда настоящего боя. И поэтому, когда я вспоминаю сейчас об этом, в моих воспоминаниях уже появилась какая-то медленность. Такая вот медленность появилась. Красота. И практически эпос. И сейчас вы можете увидеть, как я, вот когда я вспоминаю, как я это вижу. Ну, там у меня в голове мои воспоминания вот такие. Сейчас вы можете посмотреть, как я это вижу. Значит, я вижу это так. Я так закрываю глаза и вспоминаю, и вижу. Вот так летел японский летчик. А тут я. А вообще ведь на флоте ведь все предметы имеют совершенно иное предназначение и смысл. Вот думаете, для чего нужна посуда, там, тарелки, вилки, все эти ложки на флоте? Для чего они нужны? На корабли. Для того, чтобы при помощи этого есть. Только чтобы это мыть. При этом мыть долго и быстро. В смысле, по времени долго, а в процессе очень быстро. И возникает, а для чего нужна палуба на корабле? Ну, понятно, чтобы ее мыть, это понятно, по аналогии с посудой. Тут же возникает следующий, гораздо более сложный вопрос. А для чего мыть? Для чистоты, да это никому не надо, только для смысла. Потому что драят палубу во внутренних помещениях корабля 4 раза в день с мылом. И когда я начал это делать, я подумал, что-то часто моем. Ну, то есть, на корабле вообще не так уж грязно. 1 раз помыл, поддерживаешь чистоту, порядок. Но, коль скоро здесь традиции,
от Петра Первого, Ушакова, Нахимова, Лазарева. 2 раза во. Но 4-то раза это уже паранойя получается, паранойя. А потом, интересно, подраил 1,5 года и понял, надо мыть. И лучше чаще. А главное, я разобрался в деталях, почувствовал нюансы и уловил смысл. И главное, что я понял, что драить палубу-то на самом деле могут минимум 2 человека. Потому что если будет драить один, это будет, для чистоты это никому не надо. А когда драют 2, то можно уловить смысл. Потому что всегда один драет, а другой смотрит. И вот тот, который драет, хоть он и производит много действий, он, в общем-то, находится в состоянии душевного равновесия и спокойствия. А вот тот, который смотрит, он очень сильно переживает. Потому что он видит нюансы, чувствует деталь и пытается выразить смысл. Но для выражения смысла нужны такие точные и сильные слова. Нужна такая верная интонация и такой точный порядок этих слов, что пока никто вот эту сакраментальную фразу, выражающую смысл этого действия, не сказал. Потому что вот вроде бы нащупана интонация, вот она вот уже почти найдена. В общем-то, подобраны слова. И они почти расставлены в нужном порядке. И вот-вот эта фраза слетит, и что-то произойдет в этом мире. Но тут служба заканчивается, дембель и домой. И никто не успел. И поэтому драение палубы на флоте – это бесконечный творческий процесс поиска тех самых слов, которые наконец-то выразят смысл этого действия. И сейчас я покажу, как это делается. Хотя я не понимаю, почему, но я обещал про причины не говорить. Но просто в данный момент, сейчас, сотни матросов русского флота делают это и будут делать до тех пор, пока останется хоть один русский корабль. И даже дело не в этом, а просто, я не знаю, просто надо показать, хотя, понимаете, сноровка у меня уже не та, я последний раз делал это, бог знает когда, и я один, и здесь не палуба, но показать надо, и я покажу, но буду показывать, как будто нас 2. Причем всех тех слов, которые можно, тогда говорились, я сказать не смогу, не та ситуация. Но важнее будет интонация и энергия, а это вы почувствуете. Вот поэтому, наверное, и надо показать. Как драют палубу на флоте. Бегом, сука, падла, бегом! Бегом, мне, падла! Ты чё так медленно, сука, дергаешься, а? Бегом, мне давай! Суши, сука, палубу! Ты у меня, падла, языком ее будешь лизать, понял, да? Пока не полижешь, палуба считается грязная. Я лизал, сука, и ты у меня полижешь. Бегом мне давай, падла! Суши палубу, если мне не понравится, будешь, сука, пинать сам себя. Бегом мне! Я вообще ничего не понимаю, что ты там так медленно дергаешься, Алло, ты полюби, падла, палубу! Это тебе палуба! У нас на корабле был один
один матросик, ну сейчас глупый же сказал. Ну кто мог быть еще на корабле? Был один матросик, его звали Коля И. То есть у него имя было Николай, а фамилия И. То есть И с большой буквы. Он был кореец, ему не повезло. То есть он был и узбеком не друг, и нам не товарищ. Как-то он так попал посередине. И он какой-то был такой маленький, грязный, невезучий, никто его не любил, даже не пробовал. Вот. И ему как-то так вот все время не везло. То у него подушка, как лягушка, то одеяло у него, понимаешь, убежало. Вот. И как-то так посмотрели, посчитали, а Коля-то уже давно служит, как бы уже почти и дембель, и надо как-то его уважать. Он же человек. Человек. И отпустили его в увольнение. И тогда наш корабль стоял у одного поселка, он туда пошел и вернулся вечером с большой такой сумкой. И так радостно эту сумку расстегнул и вытряхнул вот так вот на палубу, которую мы вот так вот драили. Значит, мертвую собаку без головы. Большую такую собаку, закоченелую такую уже, с хвостом. Мы как эту собаку у себя в кубрике увидели, мы сразу Коле сказали. Но что и как мы сказали Коле, я тут вообще сейчас сказать не могу. Смысл общий был такой. Коля, мы весьма обескуражены. Нам неприятно смотреть на эту собачку и на тебя в связи с ней. Поэтому немедленно ее возьми и унеси, скажем, только очень быстро. А Коля собаку не отдает. И причем видно, что это для него как-то так важно, что еще мы его обидели в каких-то лучших чувствах, что что-то он должен был такое нам сказать, но не успел, потому что мы так начали говорить. И было видно, что если сейчас забрать у него эту собаку и выбросить ее за борт, он и так жил не очень. А тут будет вообще непонятно, как ему дальше жить. И я так подсел к Коле и спрашиваю: Коль, а что это вообще значит? Он говорит: я хотел всем сделать сюрприз. Я говорю: ну ты его вполне сделал. А теперь растолкуй. И он тогда сказал, что на следующий день должен быть какой-то очень важный корейский праздник. Я не помню название. И на этот праздник надо обязательно готовить собаку. И он, Коля, эту собаку готовить умеет. И собаку он убил какую надо, молоденькую, и убил ее правильно. И она была чистенькая, хорошенькая, с ошейником. То есть грязной воды из луж не пила, из помоек не ела. То есть можно есть. И было видно, что для него это так важно. Я сказал: ну, еще бы, такой праздник. Ну, конечно, готовь. И я помню, мы сидели ночью на камбузе нашего корабля. Сидел Коля, наш кок, узбек, которого звали Аброр, которому, в общем-то, было вообще все равно. И я. И мы сидели, ели собаку. Коля приготовил соус. Я отковырял кусок мяса собаки вилкой, макнул соус, положил в рот, прожевал и проглотил. И сразу начал так к себе прислушиваться. Так, ну как вот, мол, там. Потому что у меня же здесь вот где-то в животе кусок собаки, а у этой собаки был мокрый нос. У нее вилял вот так вот, она виляла хвостом. У нее было забавное имя какое-нибудь. И сейчас какая-нибудь маленькая девочка вот так не может уснуть, вот так всхлипывает, так. А ее родители так по одеялу. И уговаривают так: найдем, мол, найдем. А на утро девочка напишет своим детским почерком: помогите, пожалуйста, найти мою собаку, она очень хорошая собака, и расклеит где-нибудь возле гастронома, на остановке, еще где-то. Ну, там, где она живет. Или какая-нибудь бабушка сейчас на кухне сидит, плачет, подбегает к окну, выглядывает туда, гасит свет и выглядывает. А потом на каждый шорох открывает подъезд и зовет там Шарик, Шарик. Вот. А потом возвращается, садится у покрытого клеенкой стола на кухне, смотрит на мисочку, которая стоит возле холодильника. Там осталась водичка, которую утром собачка не допила. А я сижу и ем собаку. И мне вкусно.
Потому что Коля хороший соус такой для шарика. Ну и даже не в этом дело. А в том смысле, что я же понимаю, что я больше есть собаку-то ведь не буду. Но не в том смысле, что собаку, а в том смысле, что ночью на камбузе боевого корабля с Колей и нашим Коком я очень хорошо помню, как пришло мое последнее утро службы на флоте. Я его так ждал. Я так его ждал, я так считал дни. Я зачертивал дни в календарике. Я зачертивал день крестиком, потом по диагонали получалась снежинка такая, ну, синяя, ручка, паста синяя. Вот, получалась синяя снежинка из дня. Потом все это зачертивалось, и получался такой синий квадратик из того дня, который прожит. Потом зачертивался также весь месяц, потом постепенно целый год. И я радовался, расставаясь с календариком и начиная новый. Я так ждал этого утра, я думал, что даже не смогу уснуть, но уснул, а потом проснулся в последний раз в жизни как матрос и ничего не почувствовал. И ничего не почувствовал. Я проснулся в последний раз в жизни как матрос, встал в последний раз в жизни как матрос, пошел в туалет, ну, в смысле, в гальюн, в последний раз в жизни как матрос, сделал там все как положено матросу в последний раз в жизни как матрос, вернулся в кубрик, заправил койку. Я заправлял койку. Мне никогда не было на этой койке удобно, никогда. На маленькой вот этой железной такой вот сетчатой койке, которая висела с одной стороны, ну, была прикреплена с одной стороны к переборке, а с другой стороны висела на цепочках. Мне никогда не было на ней удобно. Но я ее заправлял, думал, ага, а сегодня на этой койке будет спать кто-то другой, а это моя койка. И мне это не понравилось. Я заправил свою койку в последний раз в жизни как матрос. Я позавтракал в последний раз в жизни как матрос. Я оделся в последний раз в жизни как матрос и пошел в последний раз в жизни изнутри матроса смотреть, как поднимают военно-морской флаг моей страны. Я это видел в последний раз в жизни, и мне можно было идти домой. Мне до этого 3 года нельзя было идти домой, а сейчас стало можно. И со мной стали прощаться, все это шумело как бы вот так вокруг, меня тискали, давали мне бумажки с адресами и телефонами, кричали мне: «Матрос на суше не дешевка!» Я так: «Нет, ты там девкам на гражданке покажи!» Я: «Ха-ха-ха». А потом все расступились, ко мне подошел командир, ну наш, командир нашего корабля. Он подошел, пожал мне руку своей сильной сухой рукой, вот так пожал, и заглянул в первый раз, ну, за всю службу, прямо мне в глаза. Он посмотрел, и было такой свет был, ну, утро, солнце было невысоко, и я видел, ну, как бы, как сказать, ну, внутреннюю часть его глаза. Он посмотрел мне прямо в глаза вот этими глазами и сказал: «Спасибо за службу, сынок». И пошел такой грустный. И я вдруг подумал, а почему же я раньше-то не видел, что он такой хороший человек? Ведь он же очень хороший. А самое страшное, что он не знает, что я узнал, что он хороший. Я обязательно напишу ему письмо, скажу, что спасибо, что сделали из меня, ну, мужчину, что-то сделали, спасибо, мама довольна. Вот. И вообще спасибо, главное, что я узнал, что вы очень хороший. И всем вам, братцы, напишу, и все приедут ко мне, а я приеду ко всем. Никому не написал, никого не повстречал, даже случайно. Ну, повстречались бы где-нибудь у киоска, где-нибудь в Москве, да, встретились бы. Он приехал из другого города, я из какого-то. Встретились бы так случайно у станции метро. Так. Братишка, ты? Нифига себе, молодец, здорово, держи краба. Опа! Ну ты вообще молодец, не изменился нифига. Он сказал бы мне тоже что-нибудь подобное, и мы сказали бы: ну как, куда? Я туда, а ты, ну знаешь, давай лучше давай спишемся, и ты мне телефон оставь, только обязательно позвони, ты ко мне приедешь, у меня нормально там. А потом так расстались бы вот так, ну давай, держи краба, пока, береги себя, и так пфу, блядь. И он тоже так, пфу, ёп.
А тогда я уходил с корабля, я спускался и плакал. Я плакал, я шел по пирсу, поминутно оборачивался, махал вот так бескозыркой. Ребята тоже мне махали вот так бескозыркой, кричали что-то и тоже почти плакали. Ну, не потому, что они так сильно меня любили, а потому что, ну, понятно, так страшно, когда кто-то уходит, а ты остаешься. И я шел домой, и со мной прощался российский флот весь. От Петра Первого, Ушакова, Нахимова, Лазарева. Все со мной прощались, я уходил. Я шел, плакал. И я же ведь не знал, что я уже не там, а что там дома нет. Я был вот, ну как, я был там, где я всегда. Вот. Я был там, где я всегда. Вот я, например, смотрите, вот я сейчас здесь стою, да, вот смотрите, вот я сейчас здесь. А теперь я здесь. И что я про это место понимаю? Я что-то уже понимаю про вот это место. А про это что я понимаю? И тогда я шел вот так, плакал. А до этого же у меня какая жизнь была? Какая у меня была до этого жизнь? Вот такая, смотрите, вот такая жизнь. Все время накануне чего-то. То есть школа, впереди экзамены. Одни сдал экзамены, впереди еще одни. Эти сдал, надо поступать. Вступительные экзамены. Там поступил, там все время экзамены. И впереди маячит еще такая невероятная воинская служба. Пошла воинская служба. И там все время хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой. Раз она кончилась, и я иду домой, и впереди жизнь какая? А вот такая жизнь. Я такой жизнью ни разу не жил, не пробовал. Вот такая жизнь, смотрите, вот такая. А как вот так вот жить? А я тогда не знал этого. Я шел, со мной прощался российский флот. И когда мне, знаете, мне же мама писала, каждый день письма писала мама. Я их читал, вот эти письма, читал. И понимал, что она-то пишет их не мне она их пишет. Или посылку открываешь, посылка, которую прислала мама. И мне даже было страшно передвинуть там предметы, которые она вот так сложила. Потому что эта посылка, эти письма были посланы не мне, а тому мальчику, которому когда-то давали яблоко там. А этого мальчика нету. Нету его. Есть только матрос, которого вечером вызывают по фамилии на вечерней поверке. Того мальчика нет, есть матрос. И мне было так тяжело от имени этого матроса написать какое-то письмо маме. Я писал эти письма. Ну так вот, например. Дорогие мои, у меня все нормально, друзья совершенно нормальные, кормят вполне нормально, здоровье нормальное, скоро праздники, ваш сынишка. Я же не мог ей написать: мамочка, меня нету, не пиши. Я же был матрос, а не идиот. И когда меня называли какими-то такими словами, какими я полагал, что не стоит меня называть, или я делал то, что, полагал, что ни при каких обстоятельствах мне делать не надо, мне никогда не было себя жалко. Мне было жалко моих родителей. Потому что я же у них вот такой один, такой, которого они ждут. А на самом деле такого вот, которого они ждут, его нету. И не будет больше. Никогда. И я шел по пирсу. Я шел по пирсу, за спиной оставались большие боевые корабли. Я шел маленький в своем бушлате с чемоданом. И в честь меня заиграла гениальная музыка. И я им сразу все простил. Сразу все простил. Причем не то, что я им простил, а... это был не оркестр, конечно, а просто на магнитофоне вот так включили через громкоговоритель. Я им сразу все простил, но важнее было то, что я так хотел: Господи, как бы было бы хорошо, если бы все простили меня. Потому что в честь меня играл марш прощания славянки. Я шел по пирсу и плакал, а потом вышел на вокзале своего родного города. Красные трамваи, желтые автобусы, синие троллейбусы. Я все номера маршрутов знаю. Я знаю, куда они уходят, где они разворачиваются и откуда приходят сюда. И я догадываюсь, куда идут люди. Но я об этом говорить не стану, потому что я же вместе хожу. Мы же вместе ходим, чего мне об этом говорить?
Но на памятнике написано: русские моряки не спрашивали, каков числом враг. Но где он? Эй! Эй, там не написано: это был мой голос. Да мы бы тоже пооткрывали эти Кинстоны, нам просто не повезло, мы вернулись. А жизнь пошла по-другому. Но я же не хочу сказать, что она пошла хуже. Иначе бы получилось, что я, во-первых, буду говорить о причинах, и вообще, что я здесь что-то жаловал. А я же не жаловался, правильно? И про причины, ничего не говорит. Она и должна была пойти по-другому. Я же не хочу сказать, что хуже, да? Или там спросить: как ты живешь? Нормально. Что это значит нормально? Это получается, что я здесь тут прибеднялся, блядь, что ли? Я не прибеднялся. Просто на памятнике написано: русские моряки не спрашивали, каков числом враг, но где он? Эй! Это был мой голос. А если посмотреть на всю эту, как бы на все вот это вот, что я тут рассказывал, с другой стороны, взглянуть, то... А с другой стороны-то и нету.